Ну что, Геля, куда ты летишь? В Рио-де-Жанейро. Рио-де-Жанейро. Ждем чемодана, нашего что-то нет и нет наших. Что будешь делать, если их не будет? Сначала схожу покакаю. Потому что я Первое впечатление о Бразилии. Бразилия огромная. Просто очень большая. Мы вот перелетали Атлантику, и мы влетели на часть Бразилии. А затем еще где-то часа 4 или 4,5 мы летели до Сан-Пауло. И это далеко не вся Бразилия. Можно лететь еще 4 часа, и все еще будет Бразилия. О, кто там едет? застрял. Как застрял? Застрял. Мой чемодан застрял. Прилетели в Рио, вышли из аэропорта, поймали тачку, духота просто невероятная. Это как в Таиланде, может быть даже жарче. Просто жарище, помогает сейчас только ветерок. Ничего особого я не ожидал от Бразилии. Здесь, в Рио-де-Жанейро, у нас была запланирована ночная пересадка и немного времени днем, в которое нужно было уместить хотя бы самый минимум – пару пляжей и статую Христа. Что ж, едем в отель, спим, а затем пытаемся как-то уместить несколько мест в несколько часов. Первый раз в жизни вижу вот такой кондиционер. Что это вообще такое? Он вообще охлаждает? Извините, он охлаждает ваше трахание вообще? Вот и мое не охлаждает. Что это вообще за шайтан-машина? Она, кстати, дует. Холодный. Я только не понимаю, почему она такая. Принтер. Как принтер. Посмотрим видон из окна. Снайпер, главное, чтобы не снял. О, вот это трущоба. Кайф. Анна, еще, кстати, сегодня 1 декабря. Сегодня что? Сегодня лето, правильно. В России зима началась, а здесь началось лето. Итак, встали, проснулись, утро в Рио. И я надевал сейчас кроссовки, понял, что я наступил вчера где-то в говнище. Вот. Оно стало пахнуть сейчас, поэтому мы отсюда резко выходим. Пахнет, да? Давненько я не ел арбузов, а здесь такое. Не очень вкусно. Еле, что у нас на завтрак? Завтрак. Самый важный прием пищи за день, на мой взгляд. Уже за завтраком мы начали пропитываться не только запахом свежепожаренного омлета и сосисок, но и духом расслабленной пляжной Бразилии. Релаксирующие забывчивые официанты, девушки, снующие туда-сюда в купальниках, а вокруг везде слышна португальская речь. Как будто и не улетали из Португалии. Вот такой незамысловатый мой получился завтрак. Сходил на завтрак, и теперь один кроссовок у меня в арбузе упавшем, а второй до сих пор в говне. Оно никак не отсохнет. Я думал, оно высохнет само, отпадет как-нибудь, знаете, когда долго не мыться, начинает грязь с себя спадать уже. А здесь не спадает. 8 утра, на улице жара. Геля, какие у тебя планы на сегодняшний день? Как думаешь, нас сегодня ограбят, унесут? Нет, я думаю, что все будет хорошо. Но максимум кто-то испортит настроение какими-то ругательствами. Потому что у тебя палка есть вот эта, да? Да. Ты будешь ей отбиваться. Покажи, что ты будешь делать этой палкой. Билет на статую Христа в одну сторону и в обратную стоит 1100 рублей на одного человека, 2200 на двоих. Это вообще пипец дофига, по-моему, для страны, которая считает себя бедной. Сейчас мы поедем вон туда. И здесь по бокам просто настоящие джунгли. Это какие-то лианы, мангровый лес, я не знаю, дурианы растут прямо здесь, деревья. Смотрите, вот эти все деревья, это деревья дуриановые. На них растут вонючие дурианы. Вот они там. Вот они. Воспользовались мы
фуникулером, чтобы забраться на самый верх к статуе Христа, известной в Рио-де-Жанейро. Многим известна по учебникам английского языка. У меня, например, она была в учебнике английского языка вместе с пляжем Копакабаной. Путь был просто через вот эти джунгли зеленые, какие-то леса, там вода, листья. И вот смотрите, это Рио-де-Жанейро простирается, где-то там известная сахарная голова, здесь пляж Копакабана. И вот это, кстати, я не знаю, что это. Толпы просто людей. И на картинках это выглядит вот так, а в реальности это выглядит вот так. Просто люди везде, люди на этом уровне. Давайте пройдемте дальше. Вот так вот обходим и попадаем на верхний уровень. На верхнем уровне тоже куча, просто толпы народу. Как по мне, так супер перерекламированное заведение, да, достопримечательность. Но вид невероятный. Красивая природа. Чего только не происходило с почти столетней статуей Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро. И фильмы рядом с ней снимали, и папы римские ее освящали, и патриарх Кирилл около нее молился, и в ЮНЕСКО ее внесли, и новым чудом света признали. Несомненно, это один из самых узнаваемых символов города в мире. А вид какой с этой высоты открывается. Просто сказка. Резюме. Замечательный вид, посмотрите на это. Вид, что называется, бомба, но сама статуя, на мой взгляд, дико переоценена. И это просто бетон на высоте. Какие твои первые впечатления? Такие, я плакать хочу. Рио, Христос, статуя. Ну, я скажу, что статуя и эта гора, это просто... И вид с нее, точнее, на все Рио, это лучшее, что я видела в жизни. Вот. И я реально прям плачу. Потому что я видела реально это место... Реально? Я слишком много раз тоже сказала, но я это видела место в учебниках по английскому языку, и я думала, что да, когда-нибудь я здесь окажусь, но я не думала, что это произойдет в 24 года. Улицы Рио. Ну это просто что-то с чем-то. Смесь былой роскоши колониальной архитектуры 200-летней давности и высокой бедности текущих дней. Толстенные заборы вокруг жилых домов и подъездов, а по соседству соборы. Не хуже, чем в каком-нибудь Лондоне. Умиротворенность на лицах людей и пляжный чил сменяются радостью и уличным тусовочным шумом. Однако могут и запросто смениться мрачностью и опасностью подворотни. Город контрастов. Однако, несмотря на высокую бедность, здесь совсем не дешево. Только что мы сели в такси, и нас тормознули менты. Вот они. Там сзади с водилой разговаривают, водилу вывели. Короче, мент подошел, встал перед машиной, сфотографировал тачку. Вот, и сейчас стоят, что-то разбираются. Надеюсь, чувака не оштрафуют из-за нас. Вот он что-то фотографирует. Водителя, к сожалению, оштрафовали. По крайней мере, он нам сам так объяснил. А я решил это не проверять, и мы с ним договорились, что я оплачу ему половину штрафа. Кстати, вот так выглядят школы. За моей спиной город. Люди ходят, машины ездят, и поворачиваемся, бац, гора. Посмотрите, справа от меня какие-то растения. Здесь выжженная земля, хотя лето только началось. Вот там то, что называется сахарная голова. Вот здесь то, что называется красный пляж. И сейчас именно туда мы и пойдем. Я не знаю, почему он красный. Вот ту гору называют сахарной головой. Легенда гласит, что когда-то давно обладателя этой головы захотели ограбить в Бразилии. Налетчики ударили по голове, потекла кровь,
и окропила все вокруг. Вода и песок окрасились алым цветом, поэтому пляж и красный. Ладно, это шутка, нет такой легенды. Это совсем небольшой пляж, в отличие от Копакабаны. Местные любят его за то, что здесь почти не бывает волн. Красный пляж мне посоветовал мой одногруппник в португальском универе. Он из Бразилии. Здесь вот, пожалуйста, можно что-нибудь приобрести, заплатить по QR-коду. Водка, кстати, водка Смирнов. Красиво здесь. И жарко. И красиво, и жарко. Как будто бы я смотрю какой-то мультик, а именно я вчера смотрела мультик Рио про попугаев. И краски и картинки такие же, как в мультике. Я до сих пор не могу поверить, что мы здесь. Песок такой, утопаешь в нем просто. Коллеги тоже что-то записывают, как и я, но у нее есть оператор, а я сам себе режиссер. Я под таким впечатлением, что у меня от улыбки... Что у меня от улыбки уже сводит щеки. В Аргентине не будет пляжей, поэтому мы наслаждаемся здесь. Прекрасный вид. Наверное, обычно люди под словом «наслаждаться на пляже» понимают купание обязательно. Я терпеть не могу купаться, и я наслаждаюсь видом. Я очень хочу искупаться. Реально? Да. Геля, ну давай. Если ты очень хочешь, давай на Копакабане меньше погуляем. А мы же туда собираемся? Да. Все-таки Геля не удержалась и уже идет купаться. Такое. Возможно, я об этом потом пожалею, но вода на самом-то деле грязная. Там плавают пакеты, мусор, и это все возле линии прибоя. Мужики Что кайфуют. еще важно, второй пункт. Там очень сильно затягивает, там сразу глубина. По мне сыграли. Потому что народ на пляже очень много, но купаются хорошо, если четверть от них. Поэтому я решила, что... Поэтому едем есть. Да. Одевайся. Рио достаточно красивый город. Первое мое впечатление такое, что супер контрастный, классная просто, невероятная архитектура. Да, местами грязный, но меня это вообще не смущает. Много мутных типов на улицах. Вот просто идешь, и, например, в том же Таиланде может быть также громко, шумно, грязно и так далее, но там нет такого большого количества мутных типов. Вот именно таких, знаете, которые проходят, и ты понимаешь, что у него такой бэкграунд за ним такой. Нам принесли еду. Джунгли, пляжи, новый прекрасный город. Время летело незаметно, а тут еще и биологические потребности подпирают. Поэтому мы быстро перекусываем и двигаем на, пожалуй, самый известный в мире пляж – Копакабану. Кстати, огромных усилий стоило не попросить у официантки этого прекрасного ресторанчика нарды. Есть второй вариант, гораздо более роскошный, и, возможно, он понравится больше армянам, например. Вот, это идеальный ковер. Ковер, кресло, диван. Да чё армянам, мне самому он тоже очень нравится. Жаль, мы поели не за ним есть неудобно. Но гонять в нарды или пить чай – самое то. Копакабана. Какой еще пляж в мире такой же известный, как Копакабана? Амаха-бич. Я такого не слышал, не знаю, что это. Это высадка в Нормандии. Очень сильно печет. Оказаться на пляже из своего школьного учебника по английскому – бесценная мечта. Ох, помню, как было приятно смотреть на солнечные пляжные картинки во время скучного урока английского когда-нибудь зимой, когда за окном одна лишь серость. И вот я здесь. Люди, которые здесь загорают, в основном просто все черные уже. Я никогда не видел людей с таким загаром.
Это не цвет кожи, это просто загар. И они сидят и загорают. По мне так очень печет. Копакабана. Печет, ну просто невероятно. Я не помню, чтобы даже в Испании так пекло, как здесь сейчас. Ну, здесь сейчас лето, второй день лета, 2 декабря. И жара дикая, я совсем не подготовлен, у меня нет ничего на руках, кроме моей кожи. И ничего на голове вообще, кроме моих волос. Поэтому с Копакабаны мы сваливаем как можно быстрее в тень. Вот туда, в деревья. Чаще просто невероятная жара. И мы здесь по пути зашли в просто отель, большой Хилтон. Здесь прохладно, выпили холодной воды. Сейчас просто чилибосим, да? Ты улыбаешься. Убери ногу, пожалуйста. Моя какашка. Почилиботили в прохладе, пора и честь знать. Скоро самолет, а мы еще вещи не забрали. Поэтому мчим мимо очереди на заправку в наш отель, а затем в аэропорт и летим уже наконец в Аргентину. Бразилия классная, очень самобытная. Конечно, эдакая энергичность сопряжена с не самой высокой безопасностью. Но что поделать? Это вам не спокойная, скучная Сан-Марино. За все приходится платить. Уже больше часа стоим в этой пробке. Здесь то с одной стороны тачки сломаны, то с другой кто-то стоит. Происходит просто полный трэш. Мы едем в гребаной душегубке черного цвета. 36 градусов за бортом. Сколько здесь, я боюсь представить. Как тебе? Я не извиняюсь за выражение, полнейшая хуйня. Очень жарко, на меня еще падает солнце, и... Я не знаю, я красная? Да, щек. Просто дышать нечем. Ну, ладно, хер с ним, что жарко, но я никогда не была в таких условиях, когда ты не можешь вдохнуть, потому что воздух очень горячий и очень влажный. Может, 60, я бы из нее 80 выжила. Мы, короче, идем, купив воду, такие не спеша, спокойненько к нашему гейту, и видим, там люди бегут перед нами, и оказывается уже last call, и за нами закрыли. Счастливые часов не наблюдать. Что за... Пока мы рулим еще и не так шумно, я обязан поделиться с вами информацией. Докладываю. За один день в Бразилии у нас ничего не украли. Несмотря на то, что я не прятал камеры, деньги и в целом вел себя абсолютно как обычно. Однако это ни в коем случае не означает, что краж в Бразилии не происходит. Происходит. Мутных типов, как я уже упоминал, на улицах просто предостаточно. Что ж, прекрасный день в Бразилии. Пока, Бразилия. Привет, Аргентина.